Громыхало от Подмосковья до Санкт-Петербурга. Украинские дроны снова нанесли болезненные удары по стране агрессору. У теневого флота Путина -1 корабль. Железный занавес опущен. Польша закрыла границу с Беларусью. Как это может повлиять на самого могущественного союзника Москвы? Агрессор снова продвинулся. Аналитики назвали направление. Американские стратегические бомбардировщики отработали поражение целей у границ России. Впервые в мире искусственный интеллект забрал работу у министра. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Мощная атака украинских БПЛА на страну-агрессора. В этот раз дроны долетели до Ленинградской области. Взрывы всю ночь слышали даже жители Санкт-Петербурга. Под удар попал крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск. На одном из судов вспыхнул пожар. Это пришлось признать даже местному губернатору. Александр Дрозденко убеждает, открытое горение на судне потушено. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. Местные телеграм-каналы называют это одной из самых крупных атак на регион с начала полномасштабной агрессии против Украины. В Пулково работу аэропорта временно приостанавливали. Не только север России оказался под ударом. Ночью беспилотники атаковали Смоленск. Местные жители насчитали от 5 до 8 взрывов в небе. Сработала система ПВО. Взорвалась АЗС. В оккупированной части Луганской области прогремела серия громких взрывов. По предварительным данным, украинские ударные дроны поразили склад боеприпасов российских войск. Долетели БПЛА и до Подмосковья. Взрывы слышали жители Одинцовского района и Наро-Фоминска. Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Движение в пунктах пропуска прекратилось в час ночи по минскому времени. Это решение связано с учениями Запад, непосредственно направленными против Польши и Европы. В ходе этих учений российская и белорусская армии отрабатывают агрессивные сценарии против нашей страны. Всего между Польшей и Беларусью 6 автомобильных пунктов пропуска, 4 из которых были закрыты ранее. Теперь работу прекратили пассажирский переход в Тересполе и грузовой в Кукурыках. Также были закрыты 3 железнодорожных пограничных перехода для грузового движения. Решение принято не на время маневров, а в связи с ними. Движение будет восстановлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков гарантирована. Решение правительства Польши поприветствовали даже те, кто обычно его критикует. Закрытие границы с Беларусью, конечно, затронет Беларусь и в некоторой степени Россию, но прежде всего это затронет Китай, главного спонсора российской агрессии против Украины и ведущего поставщика комплектующих для российских беспилотников. Публицист Збигнев Szczęsny обращает внимание на то, что через пограничный пункт Малашевича в прошлом году прошло почти 85% всего сухопутного транзита из КНР в Европу. Стоимость этих грузов составила около 14 миллиардов долларов США. Между тем, это единственный инструмент, которым располагает наша страна в отношениях с Китаем, и его использование в сложившейся ситуации очень верное решение. Пекину следует повлиять на Москву, чтобы она умерила свои амбиции, иначе китайцам придется признать, что их инвестиции в один пояс, один путь в Европу оказались финансовым провалом. Учения Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2025» стартовали сегодня и продлятся до 16 сентября. Тем временем президент США Дональд Трамп прокомментировал недавнее появление российских беспилотников в польском небе и сделал это в своем неповторимом стиле. Это могла быть ошибка. Как бы то ни было, я недоволен, если что-то происходит, связанное со всей этой ситуацией. Надеюсь, это все закончится. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который прибыл сегодня в Киев, заочно ответил Дональду Трампу. В ночь, когда над Польшей пролетело 19 российских дронов, над Украиной пролетело 400, плюс 40 ракет. Это не были ошибки. Еще яснее высказался вице-министр Польши Krzysztof Gawkowski.
Россия намеренно атаковала Польшу. У нас есть факты и доказательства. Это была запланированная провокация, скоординированная с акцией по дезинформации. Смягчение этой правды усиливает российский нарратив. Каждое слово, ставящее под сомнение факт, что мы столкнулись с намеренными действиями, усиливает российскую дезинформацию. Пока президент США реагирует на массовый прилет российских БПЛА в воздушное пространство члена НАТО невнятными комментариями, американские военные просто готовятся. В самом сердце холодной Арктики стратегический бомбардировщик Би-2 отработал удары буквально на расстоянии вытянутой руки от российской границы. Как пишет Newsweek, над Норвежским морем у острова Аньоя самолет-невидимка сбросил высокоточные бомбы, проверяя новые возможности против морских целей. Маневры проходили одновременно с операцией военно-морской группы США и НАТО в Баренцевом море. По данным ВВС США, Би-2 использовал модифицированные управляемые боеприпасы Quick Sync. Две версии – 500-фунтовая GBU-38 и в 4 раза более увесистую GBU-31. Эта система оснащена головкой самонаведения и способна поражать не только неподвижные, но и движущиеся корабли, обеспечивая эффект, схожий с торпедой, но на больших территориях и с куда большей скоростью. В операции приняли участие и норвежские военные, 4 истребителя F-35 и патрульный самолет Р-8. Фотографии учений, сделанные с подводной лодки, запечатлели момент точного попадения боеприпасов в надводный корабль. Newsweek отмечает, что эти маневры – часть усилий США по наращиванию возможностей противостоять морским угрозам со стороны России и Китая, обладателя крупнейшего флота в мире. Напомним, что в июне такие же Би-2 разнесли ядерные бункеры в Иране, а в августе такой же бомбардировщик невзначай пролетел над головой Владимира Путина во время его визита на Аляску. Может, это было совпадение, а может, намек. Как думаете, Путин что-нибудь понял? Тревожные вести с фронта. Захватчики снова наседают. Россияне продвинулись возле 4 населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщает портал Deep State. Аналитики зафиксировали продвижение оккупантов на Новопавловском направлении, вблизи Новоселовки, Малиевки, Тернового и Березового. Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 сентября писал, что на этом направлении силы обороны отбили 33 атаки за сутки. Всего на линии фронта произошло около 200 боевых столкновений. Трамп приговорен к длительному сроку. Правда, речь идет не о президенте США, а о бывшем бразильском президенте, которого часто называли тропическим Трампом за близкие взгляды и стиль. Жаира Болсонару осудили за попытку госпереворота. После поражения на выборах 2022 года Луису Инасио Лули да Силве сторонники Болсонару устроили массовые беспорядки, блокировали дороги, штурмовали парламент, Верховный суд и президентскую резиденцию в Бразилии. Обвинение утверждает, что бывший руководитель государства участвовал в разработке планов путча. Согласно этим планам предполагалось отравить Лулу, а также убить вице-президента и одного из членов Верховного суда. Сам Болсонару и другие подсудимые отрицают свою вину. Но Верховный суд принял сторону обвинения и приговорил бывшего президента к 27 годам заключения. Теперь Болсонару 70 лет, и приговор фактически означает пожизненно. Судебный процесс не раз критиковал Дональд Трамп, с которым Болсонару часто сравнивали. Бывший президент Бразилии слыл расистскими и сексистскими высказываниями и популистско-авторитарным стилем управления. ФБР опубликовало видео побега предполагаемого убийцы Чарли Кирка. На кадрах видно, злоумышленник поднимается на крышу здания, стреляет в жертву, а затем прыгает вниз и скрывается. Это произошло примерно в 12:00 10 сентября. Сейчас мы не можем выполнять свою работу без помощи общественности. Мы делаем это, общественность откликнулась на наш призыв к действию. Как вам известно и как уже сообщалось, ФБР предлагает вознаграждение в размере $100 тысяч за информацию, которая поможет установить личность и арестовать человека, ответственного за убийство Чарли Кирка. ФБР сообщает, что беглец оставил оружие и патроны в лесной зоне неподалеку от университета. На крыше нашли следы обуви, отпечаток предплечья и ладони, которые могут помочь в расследовании. Правоконсервативный блогер и ярый трампист был смертельно ранен в шею во время выступления в университете Юты. 2 года назад Чарли Кирк называл жертв стрельбы своеобразным налогом на вторую поправку к Конституции, которая позволяет свободное владение оружием.
Искусственный интеллект отбирает места работы, но бояться нужно высоким чиновникам. В Албании впервые в мире появился ИИ-министр. Как пишет Политика, премьер-министр Эди Рама в ходе собрания социалистической партии в Тиране объявил о перестановках в правительстве и представил нового члена кабинета Диеллу, созданную на основе технологии искусственного интеллекта. Новый министр будет отвечать за сферу госзакупок, чтобы исключить коррупционные риски. Премьер подчеркнул, что процесс внедрения ИИ в работу будет поэтапным, а конечная цель эксперимента – сделать Албанию страной, где все тендеры будут прозрачными. Это не научная фантастика, пояснил глава правительства. Диелла в переводе с албанского означает «солнечный свет», и она уже знакома жителям страны. Она управляет цифровой платформой, которая обеспечивает доступ к большинству государственных услуг в онлайн-формате. Как отмечает Политика, борьба с коррупцией в сфере госзакупок давно является ключевой проблемой Албании. Этот вопрос регулярно поднимается и в ежегодных отчетах Европейского Союза о верховенстве права. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.